Крушение паровоза на парижском вокзале Монпарнас, которое случилось 22 октября 1895 года, стало культовым и, пожалуй, наверное, самая известная катастрофа на железной дороге в мире. Пассажирский поезд прибыл на перрон вокзала, пробил стену здания и рухнул с высоты второго этажа на улицу. Этому событию создают даже реплики. В этом бразильском музее вы видите точно подобную картину, где паровоз выпадает с высоты второго этажа. Фотографии крушения являются обложкой нескольких музыкальных альбомов известных групп, а также стала обложкой книги Тейлора Джона «Введение в теорию ошибок». И наверняка бы место крушения стало бы изюминкой для туристов Парижа, но в 1967 году старый вокзал Монпарнас был полностью снесен, на его месте был построен новое красивое здание. Но что же случилось злосчастного 22 октября 1895 года? Какие последствия вынесло человечество из этой трагедии? Были ли жертвы? Давайте разберем все подробно. В 8:45 из Гринвилля в Париж отправился пассажирский поезд номер 56. Вел его паровоз 721, которым управлял машинист Гийом Мари Паперен, чей рабочий стаж составлял уже 19 лет, и кочегар Виктор Гарнье. Состав составлял 12 вагонов. За локомотивом шли 2 багажных вагона, далее почтовый, после 8 пассажирских. В них ехало 131 человек. А замыкал еще один багажный вагон. Время прибытия на вокзал по расписанию было 15:55, но поезд к тому времени уже несколько опаздывал. В результате, когда до прибытия оставалось около 10 минут, машинист не стал применять на уклоне тормоз, как того требовала инструкция. При этом он не уследил за ростом скорости локомотива. Начальник поезда Альберт Мирет попытался применить экстренное торможение, однако тормоза Вестингауза не сработали. Все дело в том, что машинист незадолго до этого получил указание не использовать данные тормоза и поэтому попросту их отключил. За пару минут до прибытия Паперен наконец применил вспомогательный и ручной тормоз, но так как скорость на уклоне к тому времени уже значительно возросла, то тормоза не успели остановить поезд. В 16 часов паровоз на огромной скорости, примерно 40 км в час, выбил путевой упор и выехал на перрон старого западного вокзала. Далее он проехал всю станцию, около 30 метров, врезался в переднюю стену толщиной 60 сантиметров, благополучно выбил ее и с высоты 10 метров рухнул на улицу Ру-де-Рене. Все пассажирские вагоны при этом, к счастью, остались на перроне. В результате крушения ранения получили 5 человек. Паровозная бригада, 2 пассажира поезда и пожарный. Но они все, к счастью, остались живы. Единственной жертвой катастрофы стала продавщица вечерних газет Мари Агюст Агилар, на киоск которой и упал, собственно говоря, локомотив. Как тут не поверить в судьбу, судачил весь Париж. Ведь женщина в этом киоске не работала. В этот день она подменяла своего мужа, который после даст интервью одной из парижских газет, заявив: она умерла, погибла на месте. В этот момент она вязала, сидя в киоске. И вот я остался один с нашими 2 мальчиками. Западная железная дорога полностью оплатила похороны продавщицы и установила пенсию для ее детей. Машиниста Гийома Мари Паперена приговорили к тюремному сроку на 2 месяца условно, а также к выплате штрафа в 50 франков родственникам погибшей. Начальника поезда приговорили к штрафу в 25 франков. Поддержите наш канал лайком, репостом, комментарием. Смотрите другие интересные видео
на нашем канале. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца.